Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Отдумалась ли она? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Ну, кто бы сомневался, вы еще и закрываетесь, да, у нас закрытая карта выпала, не очень хочется, чтобы раскрывали вас, но мы сейчас раскроем. Смотрите, в вашей жизни произошли кардинальные перемены, причем эти перемены произошли в связи с изменой. Это измена любимой женщины, конечно же. Это измена человека, которого вы любили. Углубляться сильно не буду бередить ваши раны. Смотрите, вы человек, вы очень простой. Вот по-настоящему, вот если по-искреннему, да, по-честному, вы на самом деле такой, ну, простой-простой. Да, внешне вы можете понтоваться, вы можете выделываться, ну, честно, не хочу никого обидеть. Ну, бывают такие, знаете, моменты, особенно перед женщинами, попонтоваться, это можно, повыделываться. Но вы такой простяцкий, вот настолько вы человек добродушный, вы человек очень работящий, вот вы абсолютно не боитесь никакой работы. Здесь может быть работа связана даже с какой-то либо физической работой, да, вот рабочие такие профессии. Ну, реально, что вот вы к концу дня, ну, как выжатый лимон. Может быть, вы тяжести там таскаете, да, вот строители, ну, вот какие-то такие рабочие профессии, которые очень сильно вас выматывают. Вы человек довольно страстный, вы очень любите вот эти все интимные плотские утехи, но другое дело, что вам пока что не с кем этим заниматься, потому что, ну, семья убита, разбита, так сказать, отношений новых нет, поэтому в интимном деле у вас тоже штиль. Я, как всегда, говорю именно о серьезных отношениях. У кого там какие-то романчики, мы не берем во внимание, да? Вы человек, который, знаете, вот вы, в принципе, живете легко. Это может быть и, знаете, вот начиная от характера, легкий такой характер, веселый, легкий на подъем, да, вот вы можете, сидите, раз друг позвонил, поехали на рыбалку, вы подорвались, все помчали. Ну, такой вот, вы очень легкий, вы не будете долго раскачиваться, раздумывать. Также вы человек такой, ну, довольно любвеобильный. Вот вы, если любите, то вы вот, ну, как танк просто, да, вы своей любовью, ну, задушите, вы будете, так, знаете, давить просто. За такие моменты я уже не раз говорила в своих видео, что не нужно душить своей любовью, потому что это чревато негативными последствиями. Очень дозировано. Как бы вам не хотелось там 24/7 тискать женщину, да, зацеловывать и так далее. Ну, так немножечко дозировано, да, вот попридержите свои страсти, потому что женщинам очень быстро надоедает, когда одно и то же. Когда тебя, понимаете, зацеловывает 24/7, ну, через недельку это начнет, ну, извините, подташнивать, да, когда тебя постоянно вот целую, да, вот, ну, даже самое лучшее блюдо надоедает, самое любимое блюдо надоедает, когда вы его постоянно едите, постоянно. Не нужно делать никакие действия. Поймите меня правильно. Я не призываю ни в коем случае никого быть холодными, там, грубыми или еще что-то. Все должно быть в меру. Все должно быть дозировано. И тогда это будет вот эта перчинка, которая возбуждает. Это будет перчинка, которую ты ждешь, да. Ты ждешь каких-то сюрпризов, ты ждешь вот этих всех каких-то таких приятных моментов. А когда ты знаешь, сейчас муж придет с работы и начнет тебя до ночи зацеловывать, ну, поверьте, ну, любая женщина, ну, она так поднапряжется в итоге. Итак, поехали дальше. Так, то, что у вас новый жизненный этап начался, 100%, смотрите. Но в этот период, вот в новый период, вам, знаете, вот было довольно несладко. Кто-то сейчас в нем пребывает, кто-то уже это прошел. Причем ваша прошлая жизнь, которая вам снилась, она реально вам снилась. Это могли быть даже вот во сне приходить какие-то воспоминания из прежней счастливой жизни. Это могли быть еще моменты, вот
Во снах, кстати, вам могли быть моменты ваших каких-то и конфликтных ситуаций, уже последние, может быть, месяцы, годы, когда вы не очень хорошо жили, и тогда вы просыпались в ужасе, в холодном поту, и понимали, что, боже, какой кошмар, да? Вы человек, который, ну, знаете, вот как сказать, вот для вас преград нет в этой жизни. Вот вы будете реально, если что-то нужно, вот напролом, вы через любую дверь пробьетесь, прорветесь, да, вот вы будете очень так целеустремленно идти к своей цели. Поэтому, если вам вообще вот по жизни нравится какая-то женщина, ну, вы будете ее атаковать. Вы не будете сидеть, сложа ручки, да, мечтать. Хотя я вам скажу, еще может быть у вас, у некоторых проигрываться момент, вроде бы такая стеснительность, не стеснительность, но вот что касается именно женщины, ваша стеснительность куда-то улетучивается. Вот когда вы видите цель, когда вы видите, что вот я хочу вот эту женщину, да, ну все, это мы идем на пролом. Никто и ничто не остановит. То есть вы такой вот товарищ, довольно проломный, целеустремленный, такой вот, горы реально свернете. Так. Да что ж такое? Вы посмотрите, как вы сегодня у меня пытаетесь закрыться. Второй раз закрытая карта у нас выпадает. Будем сейчас взламывать. Я же тоже упертая. Я буду тоже ломиться в вашу закрытую душу. Буду ее вскрывать. Вот как хирург, да? Будем как психологи вскрывать ваши души. Итак, что же за женщина пришла? И сразу у нас манипуляторша. Ну, кто бы подумал? В принципе, даже вот, ну, я не удивляюсь, вот абсолютно не удивляюсь. С этой женщиной вы сейчас не общаетесь. Она вам очень много боли принесла, поэтому вы даже не стремитесь с ней общаться. Даже если у кого-то из вас периодически, да, вот по каким-то причинам происходит общение, оно абсолютно вам не в радость. Вы скорее пытаетесь закончить этот разговор, либо же переписку, да. Потому что, ну, счастье это точно вам и удовольствие не приносит общение с ней. Человек, который причинил вам боль, ну, не может доставлять радостного общения, правильно? Ну, как можно общаться с человеком, если ты знаешь, что тебя предали, тебя обманули, тебе жизнь разрушили, а ты будешь радоваться, да? Ой, наконец она позвонила, ой, она мне смайлик прислала, да? Это может быть, да, это может быть у тех, кто... ну, имеет какую-то такую, пусть мизерную, но надежду. Но большинство, вот я все-таки склоняюсь, что вы не хотите ее видеть и слышать. Вы не хотите, потому что разрушила жизнь, потому что сделала больно, потому что из-за нее вот пошла вся жизнь у вас наперекосяк. Поэтому любезничать с ней, да, мило беседовать, встречаться лишний раз, да даже общаться лишний раз, ну, у вас особого желания нет, это точно. Смотрите, вас реально вот могут дети связывать, у кого есть дети, это да. Вот из-за детей вам, может быть, приходится по каким-то вопросам общаться, и то не в радость. Так, что она еще за женщина? Ой, как она любит подарки, как она вообще по жизни любит материально и любит сюрпризы. Смотрите, я сейчас вам сделаю приятность такую, что, знаете, вы будете в шоке по колено сейчас. Вот эта женщина, которая причинила вам очень много боли, она еще надеется, наивная, доверчивая, да? Вот она надеется, что вы сделаете сюрприз, и вы к ней вернетесь, да придете еще с подарком, что вы придете как-то красиво, да, вот вы не просто постучите в дверь и там коробочку вручите, а вот это будет какой-то такой романтичный, приятный сюрприз, типа там, дорогая, я вернулся, вернись, я все прощу, в таком плане. Вы понимаете, до чего человек наивный, человек... Вот она привыкла быть победительницей по жизни. Вот она привыкла, что все должно быть, как она хочет. Она себе придумала вот такое, и она очень хочет, чтобы вы появились, да еще и как-то вот с романтическим таким сюрпризом, с романтическим подарком, понимаете, до чего ее фантазия доходит.
Хорошо, давайте разбираться, почему она хочет, чтобы вы вернулись. Неужели так плохо живется? Так. Ну, конечно, звезде вдруг стало плохо. Вы посмотрите, до чего человек дошел. Вот у меня просто, ну реально, ну нет слов. Вот она мечтает, чтобы вы не только пришли с каким-то там сюрпризом, чтобы вы чуть ли там не на коленях ее умоляли, да, вот как у нас на карте, что вернись, давай попробуем все вернуть, да, вот что я тебя люблю и в таком духе. Вы понимаете, до чего человек, ну, самонадеянный, самовлюбленный, да, то есть у нее абсолютно нет вот этого какого-то чувства совести, что ли, да. Вот у человека нет ни стыда, ни совести, ничего. Вообще просто, ну я не знаю, но это трэш. Как можно? Причем, посмотрите, она ведь считает вас, она считает, ну, таким вот наивным, глупеньким мальчиком. Она считает себя выше вас в любой ситуации. Вот она такая королевишна, а вы такое вот, ну, где-то там внизу челядь. Вы должны исполнять ее хотелки. И даже сейчас, посмотрите, вот она думает о вас, но она в каком, ну, унизительном ключе думает о вас. Вот задумайтесь, да, вот внимательно посмотрите на эту карту, да, она говорит сама за себя. Она выше вас. Она представляет, что вот вы такой вот наивный, глупый мальчик, на коленях перед ней вымаливаете: вернись, вернись, я без тебя не могу, давай попробуем, да, вот все в таком вот духе. Вот эта карта сейчас особенно для тех, кто хочет ее вернуть. Вот вы хотите вернуться, допустим, к такой женщине, которая будет, ну, в дальнейшем точно так вас воспринимать, да, вот вы будете такой пажик для нее, да, вы будете какой-то там, ну, я не знаю, рабом, извините, никого не хочу обидеть, будете, я не знаю, кем угодно, прислугой, да, вот золотая рыбка, джин, кто угодно, да, вот вы будете ее исполнять хотелки. Это я говорю тем, кто все-таки еще надеется вернуть, да, потому что общие расклады, я знаю по вашим комментариям, что некоторые хотят вернуть. Пусть это наваждение, пусть это как угодно. Но вот посмотрите, что вас ждет просто. Вы будете также ее ублажать, вы будете в нее вкладываться, она будет смотреть на вас сверху вниз, так свысока, как королева на прислугу. Вы готовы жить с такой женщиной? Ну, я думаю, вряд ли. Это просто удар по мужской самооценке, это удар ниже пояса. Да, зачем она нужна? Вы посмотрите, у нас вот 3 карты выпало, она хочет подарки, подарки, подарки. У нее все идет материальное. Плюс, смотрите, она задумалась даже, знаете, еще у некоторых может проигрываться, что она может вас пытаться возвращать с помощью магии. Вот что самое ужасное. Поэтому, ребят, я вас призываю, верите вы в это или не верите, но тем не менее черная магия есть, ее очень много. Поверьте мне, у меня много личных клиентов, которые, ну реально, вот мы их чистим, да, ставим защиту от магии. Это очень серьезные дела. Я бы вот вам советовала все-таки поставить защиту, потому что, ну, женщина может реально вот именно с помощью магии, с помощью приворотов пытаться вас вернуть назад, но именно вот ради вот этих вот подарков. Понимаете, я не могу сказать, что она одумалась прям. Она одумалась о том, чтобы вы снова начали ее задаривать. Вот о чем она одумалась, так сказать. Это не человек, который понял свои ошибки. Это не человек, который понял, что вот да, я сглупила, я ошиблась, да, вот который сам себя будет ругать. Даже, вот, понимаете, бывают ситуации, когда женщина, ну, по разным причинам, вот изменила, но она потом реально кусает локти, сама себя ругает, рыдает, ночами не спит. И понимает, что как она не права, зачем я это сделала, да, вот, которая будет сама себя ругать и жалеть будет, зачем я так поступила, я потеряла такого супермужчину. Здесь такого момента нет. Здесь единственное, вот подарки, подарки, подарки. Вы посмотрите, весь расклад у нас подарки, подарки. Ну, я думаю, вы не согласитесь, да, но это нужно быть
я не знаю, в бессознательном состоянии, чтобы этого хотеть. Я так просто пытаюсь до вас достучаться, до тех, кто хочет вернуться, кто надеется. И к тем, кто в сознании, я обращаюсь, что ну реально поставьте, может быть, защиту себе именно от магии, потому что она будет пытаться вас возвращать. Именно ради денег, ради подарков, ради корыстных интересов, чтобы вот так вот вы и дальше. Вот вы знаете, меня до глубины души тоже поразила вот эта карта сейчас. Насколько человек, ну, извините, по-скотски к вам относится, ну, по-другому я не могу никак назвать, когда она и в дальнейшем думает, что вы вот так вот будете вот как пажик этот, как раб, именно как раб, как прислуга, да, вот такой униженный, стоять у нее на коленях, а она будет вам раздавать приказы, она будет вам рассказывать, что она хочет и что вы должны сделать. Ну, даже мне за вас обидно, ребят, ну, честное слово, если кто-то согласится на это, ну, я тогда не знаю. Смотрите, ну вот в который раз, да, вот у нас выпадает, вот уже, по-моему, тоже не раз в раскладах было, что вот реально она может забеременеть и родить ребенка, чтобы вас удержать. Поэтому смотрите, если бывшая будет подлезать, да, тем более с какими-то такими вот интимными поползновениями. Я понимаю, что мужчины некоторые, ну, слабонервные, так скажем, да, как говорят, куда башня, куда дуло, туда и пушка, да? То есть держите себя в руках, держите своих бобиков, чтобы не натворить чудес. Потому что вот если она забеременеет, она вас возьмет в оборот очень сильно. Здесь именно вот даже ребенок будет, знаете, как такой вот материальный, как корыстный какой-то маневр. Хоть это и живой человечек, да, это живое существо, да, это человек, но она с помощью его может именно вами проманипулировать, чтобы назад вернуть, привязать. Поэтому здесь говорит, что человек одумался. Нет, нет и еще раз нет. Здесь человек именно рассчитывает на деньги, на возвращение каких-то денег, понимаете? На возвращение каких-то материальных ценностей. Она не погнушается даже через ребенка вот забеременеть, вас привязать. Она не погнушается через черную магию вас привязать. А уж поверьте, если начнется черная магия, то вот начнутся последствия с бедствиями, начнутся у вас болезни, причем серьезные болезни, и обострение хронических болезней, и новые болезни. Поэтому я вам настоятельно не рекомендую с ней связываться. Здесь будут разные сказки. Посмотрите, здесь и взывание о помощи. Здесь она будет рассказывать, что она чуть ли не при смерти, как ей плохо, спаси, помоги. То есть, смотрите, поскольку общий расклад, да, я пытаюсь проговорить разные варианты, но все равно это нереально. Очень много может быть моделей, сказок она может придумать очень много. Поэтому будьте бдительны, да, никакого интима. Ну, хотя бы предохраняйтесь, ребят. Никаких вот этих вот лишних денежных вливаний в нее. Никаких лишних подарков, если вы не хотите погрязнуть вот этом, ну, извините, дерьме и дальше. Поэтому, ну, я думаю, предупрежден, значит вооружен. Я думаю, вы все умные мальчики, вы не сделаете никаких ошибок. Ну вот, она хочет быть, посмотрите. Вот, очень четко, да, вот как итог у нас, сейчас положу рядом карты. Смотрите, вот она с вами хочет быть, да, вот королева динариев, да, то есть она такая вся обеспеченная денежная дама, а вы будете при ней вот такой вот, как в клетке себя чувствовать. Вот очень наглядно, вот наглядность это лучше всего. Вот итог, если вы сойдетесь, я сейчас вот обращаюсь к тем, кто хочет сойтись. Ну, либо же кто поведется на это, да, потому что, может быть, вы реально до сих пор кто-то любите и поведетесь, да, решите шанс какой-то ей дать. Вот, она такая вся обеспеченная, все ключи от вашего сердца, от дома, от всего, что происходит у нее в руках. Она держит всю власть, она будет держать все у себя под контролем. А вы будете так, как в клетке себя чувствовать, одиноким, ненужным, бедным, несчастным. Но зато она будет как себя чувствовать, да? Чувствуете разницу?
Поэтому, ну, я думаю, вы все умные, благоразумные, вы не будете ничего плохого делать, хотя, конечно, это будет решать каждый из вас, это ваша жизнь, ваша судьба. Ну вот эти две карты, это очень такое наглядное пособие, что ждет королева и рядом вы в клетке. Поэтому вот такая история, ребятушки, ничего она не одумалась, она просто хочет красиво жить. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!